что, ребятки, я всех приветствую. Сегодня у нас будет немножечко ритуала. Идем по потоку, по последним новостям из него же. Помните, я на прошлой неделе записывала какой-то ролик и говорила, перекрестки нужны. Так вот, вам перекрывают возможность работать на перекрестках. По последним новостям, также из потока, перекрывается денежный канал для девочек, которые у меня на канале, я знаю, есть такие, у кого YouTube каналы. Очень ваши недруги хотят, чтобы вы оставили свой YouTube канал и больше не вещали. У недоброжелателей сейчас начинается, чем больше они делают на вас, тем больше им отлетает нищетой. 3,86 ожидает каждого, кто базарится на чужие ресурсы. Итак, подтягивайтесь. Всем снова добрый вечер. Да, я уже на своем третьем канале высказалась по поводу наших недругов. Кто в теме хорошо, кому надо, тот в курсе. Итак, ребятки, что еще? Силы теряют, возможности теряют, но они считают, что им терять уже нечего. Поэтому и воздействуют. Давайте же сегодня посмотрим. Может быть, им еще есть что-то терять? Вообще, конечно, что покажут по потоку, я особо не загадываю. Но чувствую, будет весело. Сейчас мы вот так вот сделаем. Чтобы у нас прогорело то, что должно прогореть. И отправилась туда, куда нужно. Сегодня... 5 кубков выпало. Ну, давайте посмотрим, что у нас пятерочка кубков хочет сказать сегодня. Так. Слушайте, у вас еще есть какая-то связь, которую вы не замечаете, есть что-то. И какой-то радости вас лишили. Ритуалят. Давайте посмотрим, что там по ритуалу. Ну и просто подсказкой для вас. Так, что у вас есть? У вас защиты хорошие. Пытаются на них нападать? Ой, слушайте, пытаются их обойти, трансформировать, перекрутить, обдурить. Но на что натыкаются? Там всадники смерти стоят. Да, хотят, чтобы не работали ваши защиты. Знаете, нападают на ваши защиты, может бить вам по финансовому каналу. Вот так-то. Сотрудничество с людьми, договора и тому подобное в денежном эквиваленте. Так, радость. Какая радость? Здесь сделано на то. Короче, по детям бьют, да. По вашей стабильности, да. По вашему сотрудничеству с определенными силами бьют, да. Здесь еще знаете, какой момент по вашему материнству, по вашему статусу жены, если вы в браке, здесь хотят, чтобы ваш брак развалился. По вашим отношениям с детьми. Девочки, здесь кому-то четко, конкретно нужно магичить. Нужно все брать в свои руки.
Хватит думать, рационально что-то взвешивать, просто берете и делаете. Что там по ритуалике? Их ритуалы против вас обнуляются. Совет вам, а вот вам и совет. Защиты, да? Что с защитами сейчас? Секунду. Что с защитами? Все, что связано с храмами, кто к кому эгрегору там подключен, либо кому что интересно, если вы вне эгрегоров. Все, что касаемо храмов. Ритуалы на эту атрибутику. И тогда что будет с финансовым вашим каналом? Воздействие человека из прошлого на вас идут, на ваш финансовый канал. Король кубковый. Хочет победы над вами. Если в деталях, можете посмотреть сегодня ролик за сегодня на моем 3-м канале. Примерно час назад я его отсняла. Здесь кубковый. Козел. Ну зачем тебе это? Опять правосудие. Слушайте, ну честное слово. Как продолжение банкета. Вы правосудие вершите, он это закрыть хочет. Хочет, чтобы у вас семьи не было, чтобы были проблемы в вашем доме. Девочки, кто в паре, чтобы вы не были в паре. Здесь человек трудится над тем, чтобы вас привязать. Вашу силу хочет обнулить. Чтобы связи с высшими силами у вас не было. Здесь реально делает так, чтобы раскололась ваша пара, ваш брак. Видимо, какой-то бывший, который отчалил к лучшим берегам, ведь он всего добился сам, без вашей помощи, поддержки, заботы. Не выстроил отношения с очередной шкурой. И решил, что в этом вы повинны, потому что у вас есть достойный мужчина рядом с вами. Как вариант. Он в вас влюблен, он видит вас парой. Его ожидания не оправдываются. У него сердце из-за этого разбито. Что у тебя там за ожидания? Предложений новых по работе нет. Никто на работу не принимает. Ну, а ты как хотел, слушай. Ты лезешь, ломаешь чужие судьбы. Прешься куда ни попадя. И думаешь, что это просто так тебе будет, да? У него очень много иллюзий насчет того, что он получит от вас прям все, что он захочет. Все блага. О, ему очень нужны знания. Подцепиться на сердечную чакру, потом по нижним чакрам, потом сиди, ожидай, когда прибудут, тогда и вовремя. Но ты давай мне рассказывай те знания, которые у тебя есть, что ты там в магии знаешь. Понятно? Это так, блиц. Знаний хочется. Тех, которые есть у вас. Всех приветствую. Кстати, девочки и мальчики. Забыла в этом кураже во всем сказать следующее. На 14 число, на Покрову, у меня осталось одно место. Могу взять, кому интересно. По поводу ритуала и всех остальных деталей в личке. Сами понимаете, что это будет за праздник и что можно использовать. И как. Планируйте, идите к своим планам. У вас уже отстроенная схема есть. Вас остановили, сбили, тому подобное. Здесь нужно будет сочетать. Вот это перекрывают вам, чтобы вы не сочетали два дела, два своих умения, две направленности. А вы все равно трудитесь, хотя тяжело дается. А потому что вы императрица. И потому что Абсолют вам помогает.
У вас энергия отличная, особенно для того, чтобы магичить. Вы в силу в свою входите. Уж не знаю, какими методами. Через 15-й, либо через светлые силы, через 17-й аркан, неважно. Вы все равно прете туда. То есть здесь из области, чем больше вас злят, тем больше получают по голове. Люди этого не понимают и не поймут, поэтому долбите до победного. Итак, сейчас немножечко перетасуем. Короли воспылали кубковостью, понятно? Ресурс им нужен. Давай, давай сам, все сам теперь. Попробуй, как оно. Не чужим пользоваться. А нарабатывай. Трудяшка. Да? Человека ждет полная нищета от слова совсем. Хлеба не за что будет купить. В прямом смысле этого слова. Если он думает, что ему плохо, нет, это только начало. Раз не понимает намеков, значит, пробивать до последнего. Итак, поехали по потоку, девочки. Высшие силы, отлично. Высшие силы, высшие силы. Тут так интересно по высшим силам, по вашим надеждам. Сейчас посмотрим. Блокируют их через мир мертвых, останавливают, в болото вас сажают, чтобы не было у вас сотрудничества с высшими. А что думают по этому поводу высшие? Они думают, что вы освобождаетесь от десятки мечей. Они вам дают энергию для того, чтобы преодолеть и этот урок. То есть, что бы там кто ни планировал, кто бы что себе не навоображал, у вас фортуна. Теперь фортуна будет на вашей стороне. Ну вот, смотрите. Сотрудничество с силами, и вы входите в свою силу. Свои проработки проходите и идете дальше. Планы аховские. Слушайте, а давайте спросим, знаете как? Ну вот они вам перекрывают связь с высшими. А что у вас с низшими сейчас происходит? А с низшими-то силами у вас как раз стабильность. Так, девочки, здесь на ваш дом, в ваш дом подклад, сущность, мертвяк, привязки вот этого всего в ваш дом. Еще на ваше дело, девочки, у кого есть YouTube каналы, на ваши YouTube каналы это сделано. Здесь сущака висит. Смотрите, чем больше этот кубковый король, вот он здесь все-таки и вылез. Бегает с предложениями к темным силам, чтобы вас привязать. Чтобы вы влюбились, я не знаю, там бред сивой кобылы в башке у человека случился. Вот чем больше он бегает, тем больше что? О, как интересно. Здесь реально кому-то уже тяжеловато, может быть. А тем больше у вас, знаете чего? У вас знаний по поводу от темных же идет. Темные он не перекроет никак. Селенок маловато.
Маловато селенок. Здесь кто-то делает, чтобы вы свое что-то не открыли. Если открыли, то нос вот засунул, сам свое прячет, значит. Да? А в ваше нос сует. Вам знания даются определенными энергиями. У вас с темными здесь есть защитники, есть помощники временные. Они вам дают знания, дают подсказки. Что темные по его поводу думают? Они делают вид, что они ему что-то дают, а сами у него забирают. Человека вкидывают в закольцовки. За его работу. Человек будет проходить трансформацию вплоть до летального исхода. Ему не хочется их проходить. Опять по недоброжелателю показано, да? За его работу, ребята, его очень хорошо будут полоскать. 2,25. Вы знаете, как бы тут человек не... Вот бывают такие ситуации, когда умирают по 15 лет, лежа в кроватке. Здесь цифра 38 идет. Но это не лет, сколько будет человеку, либо было. Это плюс еще 38 лет, начиная с 21 года. Ну, коль жить будет, то вот так и будет. Мается. Человек не хочет проходить свои кармические задачи, свои уроки, свои зароки, данные перед воплощением. Он тупо бегает по кругу. Он тупо хочет прогнуть пространство. Забрать чужое, но своего не вкладывать, не напрягаться. Он считает, что он и так многое вкладывал. То, что он по головам и трупы за собой пооставлял, ему срано. Девочки, несмотря на то, что он там делает, этот ваш недруг, вы-то все равно между светом и тьмой. Вы все равно в балансе находитесь. И возле вас все равно находятся люди, которые вас любили, любят и будут любить. Вот так-то. У вас очень хороший энергообмен с обществом. С семьей, с детьми. А еще, как ни крутите, здесь привязка вас, привязка ваших ресурсов идет. По нижним чакрам. Чтобы вы сами, видимо, пришли и попросились к нему сесть на его член. И уже понимаете, в ход идет все. Для кого это актуально, окей. Если здесь какая-то
хрень, которая... Ну вот не получается у него вообще, да, войти в ваше пространство. Здесь человек, который пытается, как может, изо всех сил все равно воздействовать по нижним чакрам, цеплять каналы подкачки, подключки, дабы ваш ресурс себе скачивать. А ну-ка, что тебе будет после этого ритуала, когда эта сущь к тебе пойдет? О, короче так, кто в курсе, что есть сущь, чиститесь, плюс этот ритуал, который я сейчас провожу, несмотря на всю его простоту. А ну-ка, сейчас я из вот этого. А что ты держишься? Мужику тяжело за бабу держаться. Знаете, что держится? Потому что общее нажитое имущество делить не хочет. Смотрите, девочки, кто смотрит на бывших? Здесь, знаете как? От вас уходил, мог оставить холодильник и стиральную машину, которую родители дарили на свадьбы, как пример. А с той бабой, значит, они там земельные участки покупают, бизнес открывают. Но в основном, видимо, та баба в него вкладывалась, судя по всему. Все, тяжело. Семья не удалась, мечталась, думал, хорошую встретил. А там его вертят хорошо и так, знаете, не по-детски. Так вот, здесь влияние на вас как этой бабы идет, так и этого недоделанного. После данного ритуала плюс подчистите сущей, кто может. Кто не может, обращайтесь, либо обучайтесь, обращайтесь, кому посчитаете нужным. Здесь к ним придут в гости еще кое-кто. И дадут пропиздона. О, привет, справедливость. Вот это их нахлобучат. Здесь мужик им поднавалит угля. Ваши защиты, ваш ритуал может помочь. Здесь по справедливости, понимаете, здесь как? Люди только из-за бабла остаются вместе, ненавидя друг друга. Либо она хочет, чтобы он с ним был, а он уже понял, что это, ну, как бы не камильфо, там пахать надо, чтобы что-то иметь. А тут же человек привык только, ну, чужой ресурс брать. Свой он не умеет генерировать в априори, вот тупо не умеет. Так что здесь надо наваливать и наваливать. И берем продолжение. Тут от вас какая-то хрень из прошлого просто тупо не может отцепиться. Здесь любит вас, а живет с бабой из-за бабла. Понимаете? И хочет и нахуй сесть, и рыбку съесть. И поэтому через магию действует на вас. А та кобыла действует на него. И он тупо, ну, у него крышак срывает у бедолаги. Вот так-то, девочки и мальчики. Но выбор он не будет делать. Если он и появится в пространстве, то только чтобы что-то опять напиздеть вам и на уши навешать лапши. Ни больше, ни меньше. Потому что здесь человек ни хрена, понимаете, как я вам описала, вам оставил ни хрена, причем заявив, что он оставляет вам все. Знаете, почему так сказано было? Потому что он ни хера не вкладывал. А у него по карме сейчас оставить все то, во что он влаживался с этой кобылой. Вот когда он действительно влаживался, попробуй поставить, но он не хочет. И чем больше он цепляется за бабло, тем жестче его прогибает пространство. Угадайте, кто виноват? Конечно же вы, ведь вы живете счастливо в браке, если у вас есть брак с достойным партнером. У вас есть свое дело, значит, надо влезть в него и подосрать вам обязательно. Живет тупо вашей жизнью. Вот такой вот мужчина.
Король, блядь, кубковый. Бухарь. И Нарик. Что здесь вам еще сказать? Валите от этого прошлого говна. Ну вот видите, Оксана, я вам говорю, эти люди уже начинают вообще-то по... Я вам скажу по секрету. Магия сейчас тоже трансформируется. И то, что я рассказываю, дальше будет набирать все более и более серьезные обороты. Почему? Потому что, поверьте мне, Земля выходит на новые вибрации, и сейчас очень огромную роль играет ментальный и астральный план. И не только он. Не хочу сейчас называть, какой еще, потому что вот эта гнида тут как раз и сидит на моем канале. И ему очень хочется, чтобы я его закрыла. Но он не понимает, что если я это сделаю, то у меня появится больше времени на то, чтобы его уничтожить. До полного изничтожения. Поэтому у вас примерно такая же ситуация идет. Здесь человек уже, да, он не принадлежит себе. В моем случае там вообще башка отдельно от человека существует. То есть его поглотило нечто. И похоронен он, наверное, так и будет. В принципе, в 2 могилах, потому что довыебывается. Довлазится. Знаете, здесь из области на халяву, все на халяву надо. Кого-то облапошить, обоврать, обойти налоговую, ментов подкупить. Все вот это в ход идет. Лишь бы в свое рыло жить. Он только так и умеет зарабатывать, больше никак. Ему говорят, давай, блядь, рученьками, ноженьками. Не-не-не-не-не. На халявочку хочу. Здесь хорошо поднакрыло уже, видимо. Отлетело нормально так от вас. Нет, блядь, намеки здесь. Вот это. Тут намеков никаких не будет. Там о совести разговоры. Все это херь. Здесь тупо на убой надо валить эту вот нечисть. И все. Вы не с человеком уже сражаетесь. Оно себя продало. Продала и идет на любые ухищрения. Как вариант, девочки, могу вам сказать следующее. Создается кое-что, там очень долго рассказывать, в общем, не суть важно. Через астрал даже могут пробовать воссоздать картину того, что оно сдохло, лишь бы вы не считывали его с пространства. И хренячить на вас из-под тишка. Вот так-то. Оксана, это после этого ритуала или вообще у вас? Если даже вообще, и даже если после этого ритуала, шикардос. Просто шикардос. Так, девочки, на свою стабильность курс, свои планы, которые вы там наметили вперед. Кто хочет открыть свои каналы YouTube, открывайте. Кто хочет закрыть, закрывайте. И давайте пропиздона, возьмите тайм-аут и просто, долбите от душински вот это вот все. Потому что здесь тупо неугомонная бесячая сила в человеке сидит. И он, понимаете, он этим живет, он ненавидит вас за то, что у вас все хорошо, а у него дерьмовая жизнь по факту от рождения, просто дерьмо. Человек начал копаться в своих тараканах, в своих затыках, в своих комплексах и понял, что он дерьмо. Вместо того, чтобы над этим работать, как-то себя менять, его просто, я сейчас магией все порешаю. Здесь, видимо, дорешался. И здесь всю вашу работу перекрывают. Тупо перекрывается вам все. Вы работаете, вкладываетесь, складываетесь, как в пустоту. Просто выбросить. Проще выбросить или ни хрена не делать. Он трудится, понимаете, для себя нет, он не трудится. А зачем? Тут состояние жертвы, я обиженка. Больная справедливость у персонажа. Вы же видите, что по энергиям происходит. Сейчас эти темные, кого могут, того и жрут. Им бы, знаете, как бы подожрать под конец торжества.
Вот ваш недоброжелатель входит в ассортимент еды этой энергии. То есть он тупо жратва для них. Вы знаете, он еще не все перекрыл. Не получается так, как бы ему хотелось. Ему, видимо, бы хотелось, чтобы вы к нему приползли за помощью или что. И он вас облагодетельствовал. Что бы ты хотел? Пиздец. Знаете, что он хотел? Чтобы он с 2 бабами был. Как вариант. Если брать, ну, чисто, знаете, из лайт-версии. Он бы хотел ваших знаний. Как это так вы можете сотрудничать и со светом, и с тьмой? Ни хрена себе, что это такое? Ваши самые прекрасные дни были, пока вы были рядом с ним. Да вы хуели жить без него счастливы. Да, есть такое, я с вами согласна, им недолго осталось. Ну так, можно же помочь им встретиться с боженькой пораньше. Он вашей энергии хочет, вам срано на этого человека. Его это бесит. Его это вышкуривает просто. Ему не хочется, чтобы вы общались с людьми, чтобы к вам обращались девочки, кто практики магии, кто преподает. Чтобы люди от вас отказались. Его бесит, что вы достигаете уважения среди людей. Он на это даже не мог рассчитывать. Понимаете? Ведь это же он должен быть на вашем месте. Он ничтожество. Сыкливая, трусливая. Здесь знаете, какие бывшие проходят? Те, которым вы резюме сами составляли, чтобы на работу, блядь, оно хоть куда-нибудь устроилось. Вот такое здесь проходит. Это не гордынька, Татьяна. Тут уже все, бесы жрут человека. Понимаете, здесь такое, ну-ка, предупреждали. Да, вы предупреждали, у него пошла башня. Причем за его воздействие пошли на детей, вы дали по голове. Намеки не восприняты, нет. Еще больше белка началась. Предупредительное вы давали. О, знаете, это как? Это выстрела должно быть 2. Предупредительные в голову, блядь. Здесь по-другому никак. Здесь ни черта оно не поймет. Здесь, видимо, понимаете, из области «Ой, высшие силы разберутся», тут не прокатит. Сейчас каждый сам за себя, господа. И высшие силы как раз и смотрят, кто им нужен, а кому пора уходить. Здесь не обязательно бывший проходит, девочки. Смотрите каждый, пожалуйста, под себя. Сами понимаете, ситуации разные. Я вам описываю, понимаете, более такой, чтобы вы атмосферу прочувствовали, понимаете, да? Да, здесь, знаете, как вы рассказываете анекдоты, он потом идет, рассказывает среди мужиков, и типа у него такая вот классная харизма, он такие шутки находит. Здесь, понимаете, здесь, ну, ни о чем. Здесь тупо ни о чем человек. Сам по себе, ну, ни о чем. Он никогда этого не признает. Его очень бесит, ребята, у кого свои YouTube-каналы, я повторю, здесь нападки четко, конкретно, сущ на вашем YouTube-канале висит, на вашем финансовом канале суща висит. Подклады в дом тоже, там сущаки. Татьяна, да вообще срано, он считает себя не левым, понимаете? Он считает, что вы его, что все ваше его.
Здесь может проходить и практик, который привык, блядь, пиздить, только пиздить чужие ресурсы, финансовые каналы. Здесь кто угодно может проходить. Я же говорю, вы должны прочувствовать атмосферу вот этого долбоебизма в полной мере. Потому что здесь именно белка от того, как вы общаетесь с другими людьми, какой у вас энергообмен с другими людьми. Белочка просто, зашквар пошел у человека. Вот что тебе там дорого, что ты боишься потерять, то ты и потеряешь. Прям сегодня, блядь. Будет тебе. Отсутствие всего. Пешком по трассе. Босиком. К югу. Чтоб согреться зимой. Вот как-то так, девочки. Вот что запаивает. Эта ситуация уже обнуляется. Здесь, знаете, включают такую фигню через астрал, чтобы вы перестали верить в свои начинания, которые, кстати, вас в девятку пентаклей переведут и надолго. Для кого актуальна здесь встреча второй половины, мужа, достойного партнера, друга, товарища, соратника по энергиям. Здесь, кстати, сотрудничество с определенными энергиями. Здесь люди, которые сами по себе могут, вы переходите в состояние короля пентаклей. Потому что у вас эти ресурсы, понимаете, это вам принадлежит. А оно решило, что это его. Хотя по факту, ну, человек, я повторюсь, ноль, он ни о чем. Был, есть и будет, просто ни о чем. Здесь мне идет фраза, как будто вы подобрали из жалости, вот честное слово. К кому там на астрале приходили товарищи и на жалость давили? Кто посочувствовал? Тоже подцепка. И высший абсолют тут к нам идет. Вот это да. Вот это его ждет сюрприз. Понимаете, этот человек не с вами воюет. Но вы лишь портал для определенной энергии. Коль он так сильно просит, выпустите ее. Вот чего вы ждете в плане хорошего, то и случится. А этому человеку пусть отправляется прямо сейчас, прям вот представьте себе это, как вот эта вся белиберда, о которой я только что говорила, вот ему на плечи легла. И так, чтобы вот не счистился, пусть вот то все, что он набегал через мир мертвых, по погостам, по храмам, вышло к нему в гости. Чтобы он задолбался им чай наливать. Всем этим сущностям. Чтобы каждого поприветствовать. Вы должны верить в лучшее. Ну, здесь предки, духи вашего рода. Смотрите, кому перекрывалась связь с вашим родом? Ваш род
часть, давайте я скажу так, оно полностью перекрыто. Да хрен там он что перекроет, я вас умоляю. Здесь смотрят люди, у кого родовые ветки сильные, а не вот ашушера, блядь, поносная, у которой нет ресурса, и она тырит его у других. Здесь знаете что? Кто-то из предков духа вашего рода в его пространстве находится и уничтожает этого человека, добивает просто. Он об этом не знает, он думает, что вам перекрыл, и он у вас украл знания родовые, что все теперь это ему пойдет. Если кто умеет и делал это, то ваш капкан сработал. Для вот таких вот любителей перехватить родовые знания, связь родовую. Держи, распишись, блядь. Покрепче теперь, держи, не урони. Они же вам помогают восстановить вашу энергию и финансовый канал. Что вам надо для них сделать? Разрушайте, крадните, нападайте, через погост работайте, делайте ритуалику прям на погосте с хорошими дарами, с хорошим обращением. 8 мечей полностью уничтожайте, 5 пентаклей. Короче, свои ограничения снимайте. Если у кого вопрос с детьми, пожалуйста, договаривайтесь с высшими силами, потому что здесь перекрывают. На детей здесь воздействие есть. Я повторюсь, здесь человеку срано на своих детей. Вышли из вот этого, а как так можно там достучаться, поговорить? Нет, ни хрена, не с кем говорить уже. Все, пасочка спеклась. Здесь, девочки, долбите. По поводу детей к высшим силам. Себя ограничения сняли его. Здесь башня, 8 мечей, 7 мечей, рыцарь мечей, 5 пентаклей, 9 мечей, 3 мечей. Я думаю, кто здесь практики, надеюсь, здесь по большей части практиков, девочки. Ну, вы понимаете, что тут надо делать. Да, от душински, по всем фронтам. Чтоб ему еще страшнее, блядь, жилось, спалось, сралось. Жевалась, если еще жевать может. Разбейте ему все, блядь, что ему там дорого. Если еще что-то осталось. Вот так-то. Здесь нужна ритуалика. Ну, такой вот был замечательнейший расклад. Сегодня хотела тоже на полководы, но получилось не так. Решил он, значит, блядь, унести то, что унести тебе не дано. Ты вообще не для этого, блядь, рожден. Не для этого ты пришел в этот мир. Разберись. Уже все вокруг, блядь, знают, что ты из себя представляешь, а ты все думаешь, что ты цаца. Понимаете? Тут такое вот, блядь. Понос. Человек понос просто. Лживая. Выдумщик великий, понимаете? Выдумщик. Я всех тоже благодарю за обратную связь. Коль что, оставляйте комментарии, кому актуально по поводу покровы, обращайтесь в личку, все детали там. Ну и добра этого мира всем осознанным. Ну а всем остальным только нищету. Духовную, физическую, материальную, ментальную, астральную, блядь. Всю подряд. Чтоб полнейшая нищета была. Вот таким скотам, которые только привыкли пользоваться и брать чужое, но не создавать свое. Пока-пока.